Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. И сегодняшнюю серию мы, пожалуй, начнем с прокачки. Я между записью навел порядок в инвентаре, также починил предметы нашему орку. И как раз вот сейчас мы заберем у него сапожки. Сапожки и вот этот пояс чудесный. Но сразу надевать я не буду, а мы отправимся прокачивать на небезопасность. У нас для продвижения по гильдии воров нужно бы прокачать 2 навыка по 15. У нас есть навык от безопасности. Но кузнец, наверное, вряд ли тут будет уместен. Ну и красться нам придется на 5 еще поднять. Надо бы только вспомнить, кто учит ему. Какая замечательная компания. Нет, это не то. Ты у нас учишь вроде бы безопасности, да? Мыслями, А вот и красться тоже можно. Ну давайте. Так. 3, 4 и 5. И можно, в принципе, наверное, попросить здесь уже повышение. Теперь я бандит. Но задание он мне не даст. Итого, мы получили бонус к ловкости. Нам он совершенно не нужен. Нам нужно получить бонус к интеллекту. Привлекательности. К привлекательности вряд ли мы сейчас получим какой-то существенный бонус, а вот к интеллекту можем. А это нам нужно качать опять безопасность. Но я думаю, что 10 раз мы ее качнем. Вот здесь подороже уже. Обойдется нам это в существенную сумму. 3, 4, 5 раз. Значит, безопасность у нас отвечает за интеллект, но также я качну 5 раз, наверное, колдовство, чтобы получить, собственно, сам уровень. И это даст нам бонус к интеллекту. Качну 5 раз колдовство и 5 раз, наверное, что-нибудь такое, что у нас... Ну и мистицизм, чтобы получать еще и по гильдии магов дальнейшее повышение. Это даст нам еще бонус к силе воли. Но сила воли нам тоже сейчас не настолько критична. Вот. А вот к силе, как я и планировал, я буду дальше получать бонусы. Соответственно, мы идем опять в гильдию бойцов. Я заранее немножко прошу прощения за, может быть, некоторую заторможенность. Просто отпуск закончился, друзья, и начались трудовые будни. И я вот сегодня со смены. Раз уж я взял такой темп выпуска роликов раз в сутки, то я буду его и продолжать. Но заранее также прошу прощения, если вдруг где-то буду... Ой, подожди, ты мне не нужен. Вдруг какая-то будет задержка. Значит, секиры мы продолжаем качать. Это мне очень приятно. 2, 3. Не ты. 4, 5. Он смещается. 6, Не маячь, проходи. 7, 8, 9 и 10. Итого, значит, что мы получили? Вот у нас бонус к интеллекту 3, к силе 5. Отлично. Мы потратили какое-то количество денег.
У меня теперь осталось вновь 38 тысяч. Я думаю, что вновь нам нужно наведаться к скампу. Поэтому сопротивление магии я накладываю на себя. Надеваю сапожки. И мы с вами бежим через свою квартиру. Возьмем там что-нибудь на продажу. И в кальдеру. Оттуда в Ротеран. К нашей учительнице. Через Ротеран, вернее, в Валенварион. А чё я сюда зашел-то? У меня же вот здесь все самое ценное. Нам нужно на 5000 что-нибудь набрать. Но традиционно это вот индарильское барахло. Так, что-нибудь на 2000. Эти по 4. Блин, ну не хочется мне там... Блин. 4. 2800. Ну давайте я возьму вот эту кирасу и там чем-нибудь уравняем, и я оставлю возле скампа лишнее. Значит, в кальдеру. Приветствую вас. Очень приятно познакомиться. Аналогично. Уже давно познакомились. Как хорошо бегать вот с этими сапогами. И вот он наш скамп. Значит, торгуем. Снова у него 5000. Отдаем ему так. И на 800 нужно что-нибудь... Так. 300. 300. Блин. Тут 200. Вот так. Уравниваем. Лишнее выкладываем сюда. В следующий раз я ему все это продам. Может быть. Так, и бежим в Садрит Мора. Ну, не то чтобы прям бежим в Садрит Мора, да, а бежим мы в гильдию магов, и через нее уже отправляемся в Садрит Мора. Но я думаю, что вы меня поняли. Большая честь для меня. Хотите что-нибудь купить? Так. А ты не дашь мне задание, потому что я мод-то не устанавливал. Да. Ничего у тебя такого особенного нет здесь. Дело в том, что этот персонаж проходит по заданию на сбор всех меток пропильонов. Но для этого нужно установить официальный мод, а я этого не делал. Да. Посему. Вот иллюзии я качнул. Смотрите, я стал и прыгать дальше. За счет увеличения скорости, что ли, это произошло? Значит, мы несемся в Даганфелл. Орка я с собой не взял. Дорогу мы там расчистили. Я думаю, что без проблем добежим. Там мы повышаем уровень и отправляемся к Джиму Стейси закрывать задание с кольцом. В Даганфелл. Отлично. Так, и бежим на юг. Даже если попадутся на какие-нибудь вражины, я думаю, что мы как-нибудь отстреляемся. Пользуясь некоторой паузой, хочется в очередной раз поблагодарить всех за комментарии, за ценные советы по прохождению Кольцо Молнии.
Некоторые идеи действительно очень ценны, потому что это опыт живых игроков, у каждого свой опыт. И одни и те же вроде бы игры, и одни и те же квесты, но вот подход у людей очень разный. И мне интересно эти комментарии читать. Иной раз прям узнаю для себя много нового. И всем советую, кстати, не только вот комментарии к своим роликам, но вообще комментарии к играм подобного рода. Интересны сами по себе. Вот именно к прохождениям. 1-2 человека обязательно найдутся таких, которые все знают, все умеют и всем советуют. А мы тем временем под этот непринужденный разговор к нашей Хредитте пришли. Обучаемся мы у нее колдовству по-прежнему. К сожалению, вот компенсировать нечем мне ей. 4 и вроде бы 5, да? Проверяем. Немножко я, конечно, перебрал, да? Ну ничего, сейчас мы мистицизм повысим еще 4 раза, и будет у меня уровень. Что бы тебе продать? Я специально не готовился, но вот у меня есть зелье восстановления запаса сил. У нее вот 5000 уже. Давайте-ка мы торговлю повысим. И все-таки торганем. Жаба меня давит. Вот эти вот зелья. Смотрите, она их прям дешево берет. Засранка. Жалко восстановление здоровья отдавать, конечно. Восстановление магии я отдавать не буду, несмотря на цену приличную. Но вот это разве что дешевое. Да. Ну хотя бы так. Давайте поставим вот таким вот образом. Отлично, смотрите. Так, и нам нужно обучиться мистицизму. Раз. Мистицизм 2. И мистицизм 3. А вот уже и восстановление. Немножко нам все подпортило. Ну ладно, не будем лишние деньги тратить. Отдыхаем. Повышаем силу, интеллект и удачу. Итого у нас получается 13 уровень, 71 здоровья, 322 маны, запас сил 201. Вот таким вот образом. Скорость 230. Но мы применяем возврат. Направляемся к Джиму Стейси. Кольцо Бролиона. А, нам нужно его Эльмени Дрен отнести. Блин, я совсем забыл, зачем мы. Святой Делин, каналы, Юг-1. По-моему, это вход снаружи, с улицы. Но тем не менее, поскольку мы получили повышение по гильдии, мы можем взять и задание, наверное, у него какое-то, да? Работенка. А, даже сейчас он не дает, видите? Ну ладно. Это мне очень приятно. Значит, до Святого Делина придется нам пробежаться. Все-таки. Благо с нашими сапогами это не так уж сложно сделать. Блин. Перепутал кнопки в очередной раз. Если ищете неприятность. Так, нам нужно бы, наверное, выйти на юг. Да, вот так вот. И еще ниже, да? Да, смотрите, насколько дальше стал персонаж прыгать. Несмотря на то, что акробатику мы никак не повышали, только скорость.
Нравятся мне сапожки. Что-то мне как-то хочется даже себе их уже оставить. А орку нашему придумать что-нибудь другое. Так, это у нас Олмса, по-моему, да? Да, Аделина рядом. Так, и тут нужно смотреть юг. Значит, это здесь. Что, прямо напротив храма, что ли? А, это другое задание. Это мы рано сюда пришли. Но запомним это место. Юг 1, кажется, вот она, да? Вот Эльмени Дрен. Отдадим ей кольцо. Кольцо для вас. Во имя Бал-Малагмера я возвращаю его вам. Принимаю это кольцо, говорит, как символ доброй веры. Ну и насчет вот рабства. Ты видел 2 лампы? Ну, на самом деле персонаж наш не видел, но мы скажем, что да. Смотри-ка. То есть то ли наводка какая-то нужна, то ли слишком мало рабов я освободил еще. Ну что ж, позже зайдем тогда. Что у тебя тут есть интересного? Ну, копеечки мы тырить не будем уже, ладно. Применяем возврат. И узнаем, что еще Бал-Малагмер может сделать. Кольцо мы вернули, отлично. Далее. В Кальдере все охвачено коррупцией. Вместо того, чтобы действовать напрямик, мне бы хотелось, чтобы вы украли исторические книги Адрала Хельви. Очень странный способ борьбы с коррупцией, но ладно. Адрал Хельви из Кальдеры владеет всеми 4 книгами краткой истории Империи. Это его личное сокровище, они отпечатаны на лучшей бумаге и украшены золотым тиснением. Тут немножко неправильно написано. Фамильная ценность. Я прошу тебя выкрасть все 4 книги и передать их Вале Катраса в начальную школу гильдии магов в Альдруне. Школа всегда принимает книги в дар, но я хочу, чтобы книги Адрала Хельви были пожертвованы от имени Бал-Малагмера. Ты найдешь Хельви и его книги в зале правительства в Кальдере. Это мне очень приятно. Вот, значит, ну, начальная школа это как раз расположена над нашей квартиркой. Под нашей квартиркой, конечно же. А вот насчет книг Адрала Хельви, что-то я как-то не припомню, что там нужно делать. Давайте-ка мы метнемся через Силстрайдера. Здесь бежать ближе, чем до гильдии магов. Сейчас подниматься тут ступеньками этими. И направимся тупо в Балмору. А из Балмора уже в Кальдеру. Вот таким вот макаром. Ух, сейчас мне жопу-то, да, отобьет. Но все равно прикольно. Все равно сапоги не отдам. Хоп. И Кальдера. Встречай меня. То есть, в принципе, можно было, наверное, к скампу наведаться по пути, да? Что-то я не очень продумал. Ну, Адрал Хельви, видимо, сидит вот здесь, вот в этом здании. Скорее всего, наверху. Раз он здешний какой-то коррупционер, значит, у него комнатка наверху. Давайте-ка посмотрим. Скорее всего, вот оно. Или вот это, сундук Адрала Хельви. Ну, давайте смотреть. Применяем отпирание. Но, видимо, через восстановление запаса сил. И применяем телекинез. Да, вот они книжки. Тайная книга учета Кальдеры нам сейчас не нужна. А вот история Империи Адрала — это то, что нам надо. Ну и раз мы здесь, почему бы не взломать и этот замок тоже?
Нет, да? Ну, ману слил, можно воспользоваться и штанишками нашими. Сила. Ну, таких амулетов у меня аж 2. Зачем он их так, эти вещи так крепко запирал, непонятно. Это, собственно, сам Адерал Хельви, да? Вот он тут. В этом шкафу у него более приличные вещи, и они не под замком. Говорите, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Ничего мне от тебя не нужно, кроме вот... Хочется мне потырить немножко у тебя вещи. А именно вот эти рубашки. Они хоть и не очень дорогие, но... Пусть будут. До кучи. Ну и все, мы возвращаемся в Альдрун. Ну, вернее, направляемся в Альдрун, отдаем книги и возвращаемся уже к Джиму Стейси. Тоже сегодня такая беготня немножко. Хочется мне эти квесты такие выполнить. В Альдрун. Мы с вами по гильдии воров, конечно же, уже продвигались в первом самом прохождении. Что вы хотели, Брэд? Ну, что-то мне вот так хочется. Значит, мы... Книги. Вот они. Да, вот у меня есть книги. Считайте их подарком Бал Малагмера. Отлично. Опять слухи. Привет. Книги мы Приятно передали. познакомиться. И возвращаемся. Но только восстановим ману, естественно. Используем возврат. Смотрим дальше. Книги возвращены. Никаких, видите, наград нам здесь не дают. Кроме, пожалуй, наверное, повышения репутации. Хотя нет, у меня была репутация там то ли 14, то ли 15, так она и осталась. Что я сделал, Не чтобы особо заслужить она такую честь? качается. Повышению я, конечно, не готов. Ординаторы издевались над Данса Индулес, честной, но бедной жрицей. Я хочу, чтобы кубок Двемеров был похищен и отдан ей. В кабинете Барила Салы, в зале справедливости, находится кубок Двемеров. Укради этот кубок и пожертвуй его Данса Индулес. Ее обычно можно найти у стен Высокого собора. Так, кубок. Высокий собор. Понятно. Но с Барилом Салой мы уже знакомы, друзья. Он, наверное, путешествует там по коридорам. А Данса Индулес это вот это, по-моему. Да. Он спокойно себе путешествует по коридорам зала справедливости. А мы совершенно беспалево можем подняться к нему в кабинет. Это же здесь, да? Тут вот большой двемерский кубок. Вроде бы это он и есть, да? Я так просто книжки. Я их, по-моему, уже смотрел, да, здесь. Забираем двемерский кубок, выходим на улицу и вручаем, собственно говоря, Данса этой. Отдаем кубок во имя Бал Малагмера. Все. Дневник дополнен. Возврат. Довольно-таки простое задание, но если знать и если, видите, немножко с Барилом Салой перед этим договориться, скажем так. Все. Бал Малагмер. Теперь вы так же хорошо, как и я, знаете, что должны делать Бал Малагмеры. Я доверяю вашему суждению. То есть эти задания у нас закончены. Привет, друг. Они довольно интересные. И из квестов у нас, по сути, смотрите, ледяной клинок монарха в имперском культе у нас подвис. Но это основное задание. Да, но что-то как-то вот это мне не нравится. Кольцо этой Адусамси
Аду Самси. Она сбежала, а квест у нас остался. Но этот ледяной клинок монарха нужно вернуть, очевидно. Я этого, конечно же, делать не хочу. Посмотрим потом, что будет. И по сути у нас-то активных таких заданий нет. Нам придется заняться тогда, получается, основным квестом. А именно наведаться в Кагарун. Но это не так просто сделать. Поскольку орка придется туда тащить. Давайте-ка посмотрим. Кагарун у нас примерно где-то вот здесь вот. И туда, по сути, кроме как из Хуула, больше мы никак и не попадем. Но из Моргана это, конечно, извращение будет. Хоть это и по земле, но я думаю, что также из Хуула по воде будет нормально. Уже известным маршрутом. Проходим. Подожди, как тут выйти-то, блин. Направляемся мы в Альдрун, заберем орка и, как обычно, сапожки придется, конечно, вернуть. Но ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Единственное, что я бы подварил немножко зелий, я поскольку продал часть своих запасов. Восстановление запас сил именно. Надо их сварить заново. Опять же прокачка. Погодка не особо радует. Какой-то туман. Не туман, хрен победи. Может быть еще и ягуара взять с собой. Как в старые добрые времена. Потому как грузоподъемность у нас на двоих с орком не очень большая. Значит, мы применяем на нем сопротивление магии. И отдаем ему сапоги. Так, вот у него есть 6 зелий. Он ими не пользуется, поэтому, наверное, я лучше заберу у него. Чтобы сейчас время не тратить на алхимию. А вот рубашки придется мне сложить, наверное, все-таки. Вот восстановлением здоровья он пользуется. Его оставим. Стандартной левитацией он тоже не пользуется ни хрена. Так, коса гадюк. Да, вот это я заберу пока что. Заряды восстановились, хорошо. Давайте, блин, как медленно сразу. Рубашки эти положим. Я, пожалуй, знаете, возьму с собой пару колечек, таких недорогих, на случай какой-то внезапной ситуации, когда потребуется зачарование. Возьму одно совсем дешевое. И возьму парочку вот этих вот. Они ничего практически не весят, но могут нас выручить. Так. Ну и все. Наверное, я отправлю и орка, и гуара своим ходом в холл. Вот так вот. Не хотите немного потратить? Да я уже изрядно потратился. Тут у нас пусто. Отлично. Холл. Ну и сам тоже телепортом. Зачем идти? Вот. Вот они, наши друзья, и стоят. Оба два. Что-то у нас ночь какая-то внезапно наступила. Идешь за мной? Да, они идут за мной, но я что-то здесь уперся. Спускаемся к воде, накладываем наше заклинание и бежим в припрыжку. Так, надо как-то только вот встать так, чтобы я мог их бафнуть, обоих бы по-быстрому.
Хождение по воде, значит, сначала себя, а затем их. И пойдем. Отлично. Написали мне совершенно справедливо, что я руины вот эти возле Ибардада или Ибардана посетил, конечно же, частично. Я в курсе. Но туда сейчас мы не полезем. Все-таки наша цель продвинуться немножко в Кагарун. Наконец-то уже. Но это будет не в этом эпизоде, наверное, уже в следующем. Так, давайте-ка мы перебафаемся здесь вот, на этом пятачке. Да. Хождение по воде. Я сказал, хождение по воде. Вот тебе и запас сил, блин. Ну придется потратить одну бутылочку. Все равно бежать еще. Поскакали. Также настойчиво советуют мне все-таки взять шлем Харейна. Ну, потому что реально на данном этапе уже для орка вот этот шлем с привлекательностью Лавикуса Вайла не актуален. Я согласен, и, наверное, мы этим займемся как-нибудь в ближайшее время, но, опять же, сейчас мы нацелились на Кагарун. Так, а вот здесь вот интересно, отспавнились ребята или нет? Будет, да, отспавнились. Давайте-ка мы вот этого товарища оставим. Орку выдадим катану. Приготовим заключение. Сохранимся. Опять я... А, нет, удачно. Попал нормально. Показалось, опять на орка заключение наложил. О, Огрим. Стали появляться, смотрите, вот что значит я прокачался. Стали появляться более мощные ребята. Отлично. Ну и контрольный хил. Все в порядке. Сердца собираем ценные. И забираем нашего Гуара. Кстати, Гуар бегает тоже так нормально по скорости. Несмотря на то, что никаких сапог у него нет. Со слепляющей скоростью. Но он от нас не отстает. Так, ну с этими, я думаю, что разберутся. Жалко, конечно, катану так вот расходовать. Давайте-ка отберем ее обратно. Он половину зарядов уже потратил. Ни хрена себе. Это мне сейчас все вот эти души, которые мы нахватали, придется потратить. Так, а вот Гуара нашего бить не надо. Давайте-ка мы Гуарчика-то подхилим. Смотрите, Гуара хотят. Ай-яй-яй-яй-яй, мы потеряли Гуара, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут Атранах. Давайте-ка мы Атранах это захватим. Я его видел, конечно, что он там наверху, но не думал, что он так сагрится. Я думал, что сегодня экшона не будет. Блин. Минус Гуар.
Отражает магию, смотрите-ка. Ну, отлично. Ничего у него нет. Контрольный хил. Ну, это бесполезно. Это первый раз, друзья, когда я потерял Гуара. За все свои прохождения всегда он меня сопровождал, и всегда у меня хватало мозгов его спасать и как-то не втягивать в битву. А тут я что-то погорячился, но если бы не пришел, блин, этот паскудный Атронах. Ну что ж, тоска печаль, но надо идти дальше. Этот Гуар с нами был недолго, но как бы в память о всех прошлых Гуарах его жалко. Вот так тебе и надо. Башкой приложился в землю здесь, утоптанную. Так тебе за Гуара. Так, ну оставляем здесь пока что нашего... Подожди, не то нажал. Оставляем нашего орка, значит, нам нужно, наверное, к этому самому Ашхану. Насчет третьего испытания. Вы ступили на путь Нерывара. В это трудно поверить, но Небани Меса говорила со мной об этом, и у меня было время все обдумать. Поэтому я последую собственному совету и предложу вам мое собственное испытание. Я не спорю с шаманками, но их пути не похожи на пути воинов. Многие до вас пытались пойти путем Нерыварина, но никто не выдержал испытания воина. Вы должны обладать силой, смелостью и хитростью. Эти качества я и буду испытывать. Недалеко отсюда лежит Кагарун, древние залы забытого дома, дома Дагот. В последнее время там стали селиться создания Мора. Мне пришлось побывать там с несколькими храбрыми охотниками, и удалось вернуться назад. Но это плохое место, и мне не стыдно сказать, что я и мои люди испытали ужас. Если хотите узнать от меня тайну третьего испытания, темных пещер, где видит глаз Азуры, то принесите мне сперва 3 знака из темного Кагаруна. Первый знак – это слезы корпуса от больного корпусом, чтобы показать, что болезнь не поражает вас. Второй знак – это чаша с клеймом дома Дагот. Ибо мне случалось видеть такие чаши раньше, и я буду точно знать, что вы видели своими глазами то же, что и я. И третий знак – это щит тени, который лежит в гробнице Дагот Морина, в туннелях глубоко под разрушенным Кагаруном. Принесите мне эти 3 вещи, и тогда я раскрою вам тайну третьего испытания. Кагарун – древняя крепость данмеров. Так, отметили нам на карте, это прекрасно. Я очень рад познакомиться. А, вот он даже где, то есть дальше, чем я думал. Ну ладно, что нам, в общем-то. Но путь туда, я думаю, что мы начнем уже сразу в следующем эпизоде. А на сегодня я буду закругляться. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.